Маргарет Томпсон было 58 лет, когда ее жизнь навсегда изменилась во время фотосафари в Кении. Был март 2011 года, и африканская жара безжалостно жгла саванну. Она приехала по приглашению старой коллеги по исследованиям, чтобы документировать дикую природу в рамках проекта по охране. Маргарет не была обычной туристкой. Десятилетиями она работала с дикими животными, в Бразилии помогала реабилитировать ягуаров, спасенных от торговцев, в Великобритании курировала программы защиты горилл в специализированных приютах. Ее сидеющие волосы и мозолистые руки рассказывали истории жизни, отдававшейся большим кошкам и приматам, но ничто не могло подготовить ее к тому, что вот-вот случится. Джип медленно ехал по участку более густой растительности, когда водитель резко притормозил. Пыль взметнулась золотистыми облаками вокруг колес. «Посмотрите туда», – прошептал Самуэль, местный гид, указывая на поляну слева. На земле лежала львица. Ее тело было исчерчено свежей кровью, черной и блестящей под беспощадным солнцем. Дыхание у нее было прерывистым, тяжелым. Рядом крошечный детеныш жалобно плакал, пытаясь сосать у матери, у которой уже не было сил откликнуться. «Охотники», — пробормотал Самуэль. В его голосе смешались гнев и печаль. Вероятно, они недалеко. Сердце Маргарет сжалось. Она знала этот взгляд. Взгляд матери, которая понимает, что умирает и не может защитить свое дитя. Слезы жгли глаза, пока она наблюдала разрушающую сцену. Львица пыталась встать, но задние лапы не слушались. Пуля попала в позвоночник. И тогда случилось то, чего никто в джипе никогда не забудет. Львица с невероятным усилием повернула голову и устремила взгляд прямо на Маргарет. Ее золотые глаза, уже омраченные предстоящей смертью, будто молили, будто понимали. Последним усилием она схватила детеныша за затылок пастью и стала тащиться в сторону автомобиля. «Господи, Фейс», – прошептала фотограф рядом с Маргарет. «Она приносит нам дитя». «Не шумите, приказал Самуэль, впервые за 20 лет работы гидом дрожащим голосом. «Дайте ей сделать то, что нужно». Львица ползла метры, которые казались километрами, каждый ее шаг был агонией. Кровь оставляла темно-красный след на сухой земле. Когда она приблизилась на несколько метров к джипу, она аккуратно положила детеныша на землю. Затем вновь подняла те умирающие глаза к Маргарет. Маргарет не думала и не колебалась. Она слезла с машины, вопреки протестам остальных пассажиров, ее ботинки с почтением коснулись африканского грунта. Она медленно опустилась на колени, удерживая зрительный контакт с львицей и тихо шепча слова на смеси португальского и английского. «Все в порядке? Все в порядке. Я понимаю. Я буду за ним ухаживать». Львица издала низкий звук. Не рычание, а скорее мурчание с оттенком стонущего обращения. Это был не упрек, а просьба. Материнская передача ребенка в последнюю надежду. Маргарет протянула руки, взяла детеныша, еще влажного материнской кровью, и прижала его к груди. Маленький львенок весил не больше 3 килограммов. Его золотистая шерстка была мягкой, глаза еще полузакрыты. Он простонал, ища тепло матери. Львица еще на несколько секунд посмотрела на нее. Затем, как будто вся ее сила иссякла в этом последнем акте любви, она опустила голову на красную землю и больше не шевельнулась. Ее дыхание оборвалось тихим вздохом, в котором, казалось, смешивались облегчение и боль. Маргарет осталась на коленях в пыли, держа сиротливого львенка, пока слезы свободно текли по ее постаревшему лицу. «Я обещаю», – прошептала она мертвой львице, – «обещаю заботиться о нем. Клянусь своей жизнью». Возвращение в лагерь ударило по Маргарет как буря. Она была в Африке, с львенком на руках и без законного разрешения его содержать.
Самуэль объяснил, что власти, вероятно, конфискуют животное и отправят в зоопарк или удаленный приют. «Нет», — сказала Маргарет с неожиданной для самой себя твердостью. «Эта мать выбрала меня. Она доверилась мне. Я не брошу эту ответственность». 3 дня шли тяжелые переговоры, звонки по контактам в мире охраны и гора документов. Но Маргарет добилась временного разрешения ухаживать за детенышем. Она сняла небольшой участок в окрестностях Найроби с пространством, достаточным для роста и развития животного. Он получил имя Аслан, имя, которое она узнала в своих путешествиях. По-турецки оно означает «лев» и стало символом благородства и храбрости в литературе. Поначалу было чрезвычайно трудно. Аслан отказывался от бутылочки, плакал без перерыва, ища мать, которая уже не вернется. Маргарет спала на полу рядом с ним, всегда держала руку на его маленьком теплом теле, чтобы он понимал, что он не один. Она нагревала смесь до точной температуры, добавляла добавки, которые использовала с ягуарами в Бразилии, и напевала колыбельные на португальском, которые когда-то пела ей бабушка. Постепенно Аслан начал принимать пищу, доверять, жить. «Вы особенная», — заметил доктор Камал, местный ветеринар, который регулярно приходил осматривать малыша. «Я видел многих опекунов, но как он реагирует на вас, и, похоже, он знает, что вы его спасли». Маргарет лишь улыбалась, поглаживая округлый животик детеныша, пока он урчал так, что звучание вибрировало в окнах. «Не я его спасла», — мягко говорила она. «Его спасла его мать. Я лишь выполнила обещание, которое дала ей». Месяцы превратились в туман ночных кормлений в 2 часа ночи, игр, после которых Маргарет покрывалась любовными царапинами, и моментов чистой радости, когда у Аслана начала проявляться своя индивидуальность. Он был игривым, но нежным, любопытным, но с уважением, совершенно преданным Маргарет. Он следовал за ней повсюду, лапы казались слишком большими для еще растущего тела. Когда она работала в импровизированном офисе, отвечая на письма по проектам охраны в Бразилии, Аслан спал под столом, голова на ее ногах. Когда она готовила, он сидел в дверях кухни, наблюдая за каждым ее движением своими огромными золотыми глазами, умными и внимательными. «Он думает, что вы его мама», — заметил Самуэль во время одного из визитов. «Вы же это знаете, верно?» «Знаю», — ответила Маргарет, голос ее был полон эмоций. «И это пугает меня ровно столько, сколько наполняет любовью». В 12 месяцев он весил 90 килограммов чистой кошачьей мощи. На его шее начинала расти грива, густая и золотистая. Он был прекрасен и готов. Накануне перевода Маргарет сидела на траве под африканскими звездами, Аслан лежал рядом, огромная голова в ее коленях. Она проводила рукой по растущей гриве, слезы текли сами собой. «Ты станешь свободным», — шептала она по-португальски, зная, что он не поймет слов, но надеясь, что почувствует намерение. «Ты побежишь по равнинам, как хотела твоя мать. Ты найдешь свою семью. Ты будешь тем королем, которым родился». Аслан урчал. Глубокий музыкальный звук, который Маргарет знала так хорошо. Он повернул голову и нежно лизнул ее руку своей шершавым языком. «Я никогда не забуду тебя», — пообещала Маргарет, голос ее надломился. «Даже если ты меня забудешь, даже если станешь совсем диким и не вспомнишь старую женщину, которая кормила тебя из бутылочки, это нормально. Так должно быть». Утро отъезда выдалось ясным и беспощадным. Команда резервата приехала на специализированном автомобиле с ветеринаром, чтобы усыпить Аслана на время транспортировки. Маргарет держалась стойко, пока готовили все, но когда пришло время прощаться, она разрыдалась. Обняла шею Аслана, уткнулась лицом в его гриву. «Будь счастлив», — прошептала она, — «будь свободен, стань всем, чем должен быть». Аслан прижался к ней в последний раз, прежде чем сработало седативное. Его золотые глаза смотрели на нее до последнего акта сознания, и Маргарет поклялась, что видела в них понимание, благодарность и любовь.
Когда автомобиль исчез вдали, поднимая клубы красной пыли, Маргарет опустилась на колени и плакала, как не плакала со смерти мужа много лет назад. Самуэль положил руку ей на плечо. «Вы поступили правильно», — тихо сказал он. «Я знаю», — ответила она, вытирая лицо, — «но это не делает легче. Прошли 12 лет, как вздох и вечность одновременно». Маргарет вернулась в Бразилию, вернулась к работе с ягуарами, писала статьи по сохранению больших кошек. Она никогда не позволяла себе искать новости об Аслане. Лучше не знать, лучше воображать, что он живет лучшей жизнью в джунглях, свободным и диким, без памяти о бутылочках и португальских колыбельных. Но иногда ночью, когда ветер шевелил ветви деревьев Амазонки, ей казалось, что она слышит далекий рык, и сердце сжималось от тоски. В 2023 году, в 70 лет, Маргарет получила неожиданное приглашение. Резерват, где отпустили Аслана, проводил симпозиум о успешной реинтродукции крупных кошек. Они хотели, чтобы она рассказала о своем уникальном опыте. «Не уверена, смогу ли», — призналась она организатору по телефону. «Вернуться туда будет тяжело». «Понимаю полностью», — ответила женщина. «Но ваша история важна, и кто знает, возможно, это принесет какое-то завершение». Маргарет согласилась не ради выступлений или признания, а потому, что какая-то упрямая, надеющаяся часть ее души хотела снова увидеть равнины, где жил Аслан. Просто это и ничего больше. Резерват оказался еще прекраснее, чем она представляла. Тысячи гектаров золотистой саванны, акации, вырисовывающиеся на громадном небе, запах сухой земли и травы, разнесенной теплым ветром. В груди у Маргарет что-то сжалось. Это был дом Аслана. Это было его место. На второй день организаторы предложили дополнительное фото-сафари. «У нас тут особенно впечатляющая группа львов», — объяснил Джеймс Гид. «Самец альфа легендарен. Мы зовем его «Золотой король». Маргарет чуть не отказалась. Мысль увидеть львов, быть снова огорошенной воспоминаниями об Аслане казалась невыносимой. Но что-то подтолкнуло ее согласиться. Может, любопытство, может, судьба. Джип медленно ехал по грязной тропе, когда Джеймс указал на группу львиц, отдыхающих у далекого дерева. «Если посмотрите вправо на холме, — сказал он, — там наш король». Маргарет взяла бинокль дрожащими руками, и ее сердце остановилось. На небольшом холме, вырезанном на фоне глубокого синего неба, стоял самый великолепный лев, которого она когда-либо видела. Его грива была густой и золотистой, на солнце блестела местами с красноватым отблеском. Он, должно быть, весил около 200 килограммов чистой мускулатуры. Это было впечатляюще. Но было не это главное. Было то, как он повернул голову, легкое наклонение влево, которое заставило Маргарет уронить бинокль. «Не может быть», — шепнула она. «Мадам Томпсон, все в порядке?» — встревоженно спросил Джеймс. Маргарет не ответила. Ветер сменил направление, и она была в том самом духе, что использовала десятилетиями. Простой аромат лаванды и ванили, купленный в маленьком магазине в Лиссабоне, когда ей было 20, который она так и не сменила. Лев застыл. Его массивная голова поднялась, нос взмок. Ноздри раздулись, ощутив что-то, чего он не чувствовал 12 лет. Невозможное, но знакомое. И затем он рванул. «Черт!» — крикнул Джеймс и нажал на газ. «Держитесь! Он несется прямо на нас!» Лев покрывал пространство огромными прыжками, грива плыла, словно золотой огонь, земля дрожала под его лапами. Туристы в джипе закричали. Джеймс дотянулся до ружья с транквилизатором. Все побледнели от ужаса, кроме Маргарет. Она была спокойна. Слезы текли по ее морщинистому лицу, на губах дрожащая улыбка. «Остановите машину», — тихо сказала она. «Что?» «Нет, я не могу. Остановите машину».
Команда в ее голосе была такой сильной, что Джеймс послушно затормозил. Лев был в 50 метрах. 40-30. Маргарет слезла с джипа, прежде чем кто-то успел ее остановить. Колени протестовали. 70 лет тяжело давились в суставах, но она стояла твердо на красной земле, глядя в глаза хищнику, мчавшемуся прямо на нее. «Маргарет, нет, Каджия!» — кричал Джеймс. 20 метров, 15, 10. И лев остановился. Он встал в 5 метрах от нее, тело дрожало, ноздри лихорадочно шевелились. Его золотые глаза, те самые глаза, которые она кормила из бутылочки 12 лет назад, уставились на нее с разрушительной силой. «Аслан!» — шепнула Маргарет едва слышно. Реакция была мгновенной. Звук, вырвавшийся из льва, заставил всех в джипе покрыться мурашками. Это не был обычный рев, а нечто среднее между стоном и мурлыканьем, наполненное узнаванием и эмоцией, не поддающейся описанию. Он приблизился медленно, каждый шаг осторожный и рассудительный. Когда он был в метре от нее, он снова остановился и, вопреки своему пугающему размеру, с поразительной деликатностью поднял одну огромную переднюю лапу и положил ее на протянутую руку Маргарет. Контакт был электрическим. 12 лет растворились в одно мгновение. Маргарет почувствовала тяжесть лапы, ее шершавые подушечки, втянутые когти, которые могли бы порвать, но решили ласкать. «Да», — прошептала она. Слезы текли рекой. «Это я. Я пришла к тебе». Ноги, наконец, сдали, не от страха, а от чистой эмоции. Она медленно и осторожно села в пыль. Ее артрит протестовал, но сердце пело. Аслан наблюдал, пока она устроилась поудобнее. Потом он сделал то, чего ни один дикий лев никогда бы не сделал. Положил свою огромную голову ей на колени. Тишина, опустившаяся над джипом, была священна. Никто не смел громко дышать. Фотокамеры щелкали тихо, запечатлевая мгновение, которое бросало вызов всей логике, всей науке, любому рациональному объяснению. Маргарет провела руками по густой гриве, чувствуя тепло его кожи через густой мех. «Мой дорогой, мой большой», — прошептала она по-португальски, автоматически переходя на язык, которым говорила с ним, когда он был младенцем. «Ты такой большой, такой сильный, такой красивый. Именно таким я знала, что ты станешь». Аслан урчал. Звук был настолько глубоким и мощным, что вибрация шла через его массивное тело и слегка дрожала землю. Он терся головой о нее, как делал в детстве. Хотя теперь она была так мала рядом с ним, этот жест почти сбил ее с ног. «У тебя теперь есть семья?» — спросила она, гладя его уши и замечая маленькие шрамы, добытые в битвах. «У тебя есть царство. Ты именно тот, кого хотела твоя мать». Они оставались так минуты, которые тянулись в вечность. Маргарет запоминала каждую деталь: вес головы, мускусный запах шерсти, ритм его дыхания у ее ног. Она понимала, что, возможно, это их последнее совместное мгновение. Вдали разнесся рев. Львицы звали. Аслан поднял голову, уши повернулись в сторону звука. Он посмотрел на Маргарет, затем туда, где ждала его семья, потом снова на нее. В его глазах читалась борьба. Маргарет сквозь слезы улыбнулась и обхватила его лицо обеими руками. «Иди», — мягко сказала она, — «твоя семья нуждается в тебе. Они теперь твой мир, все хорошо, так и должно быть». Аслан смотрел на нее долго. Затем сделал то, что заставило Маргарет всхлипнуть. Он аккуратно прижал лоб к ее, жест, который он делал в детстве после бутылочки. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она. «Всегда буду». Аслан медленно отошел, не отводя глаз от ее лица, пока не оказался в нескольких метрах. Потом он ревнул, могучий звук, что отозвался по равнинам, подтверждая его власть, территорию и жизнь.
Но прежде чем окончательно отвернуться, он еще раз посмотрел назад, и Маргарет с полной уверенностью в сердце поклялась, что увидела в его взгляде благодарность, узнавание, любовь, превосходящую виды и время. «Спасибо», — шептала она, глядя, как он бежит обратно к львицам, грива сверкает золотом под африканским солнцем. «Спасибо, что вспомнил». Джеймс помог Маргарет подняться, руки ее дрожали. «За 30 лет, что я водил сафари, Казаба», — сказал он, сдавив голос от эмоций, — «я никогда не видел ничего даже отдаленно похожего на это». «И больше не увижу», — ответила Маргарет, вытирая глаза, но улыбаясь. «Это был подарок, последнее прощание». Джип тронулся по пыльной дороге обратно в лагерь. Маргарет обернулась в кресле, наблюдая, как Аслан вновь объединяется со своими львицами. Одна из них терлась о него нежно. Из высокой травы выскакивали детеныши, прыгали по его лапам. Он стал настоящим королем. Точно таким, каким мечтала его умирающая мать. Точно таким, каким Маргарет обещала, что он будет. Пока джип ехал по дороге, солнце стало опускаться к горизонту, раскрашивая небо в немыслимые оттенки оранжевого и розового. Маргарет впервые за 12 лет ощутила мир. Это не было завершением. Завершение не было возможно, Пеп. Но это было нечто лучшее, подтверждение того, что истинная любовь не умирает, что жертва имеет смысл, что некоторые связи так глубоки, что ни время, ни расстояние, ни сама дикая природа не способны их стереть. Тем вечером, лежа в своей простой палатке в лагере, Маргарет услышала далекий рев, пронесшийся по равнинам. Другие ревы ответили — беседа королей и королев саванны, древний и дикий язык. Но для Маргарет тот конкретный рев, тот голос, который она могла бы узнать где угодно, нес сообщение, понятное только ей. «Я помню. Спасибо, что спасла меня. Спасибо, что освободила меня. Спасибо, что полюбила настолько, чтобы отпустить». Она закрыла глаза, легкая улыбка коснулась ее постаревших губ, и она шепнула в ответ слова, которые ветер унес по ночной африканской равнине. «Для меня была честь знать тебя, Аслан. Честь, что мать выбрала меня. И самая большая честь в моей жизни — видеть, как ты становишься тем королем, которым родился». И там, под небом, усеянным звездами старше самой человеческой истории, 70-летняя женщина и дикий лев разделили последнее мгновение связи через безбрежность ночи. Некоторые узы слишком прочны, чтобы их разорвать. Некоторые обещания священны, чтобы их забыть. И некоторые любви превосходят всякую логику, бросая вызов тому, что мы думаем знать о мире. История Маргарет и Аслана доказала, что иногда, хоть и не часто, невозможное оказывается реальным, а истинная, глубокая, безусловная любовь на самом деле никогда полностью не умирает, она превращается во что-то еще более прекрасное: свобода с памятью, дикость с благодарностью, разлука с вечной связью. Джип исчез вдали, его красная пыль медленно оседала обратно на африканскую землю. А где-то на широких равнинах золотой король взревел в последний раз, прежде чем повернуться к своей семье, несущему в себе память, которой ни одна саванна не могла бы лишить. Память о выполненном обещании, о любви, что спасла жизнь, о старой женщине, что почла волю умирающей матери и воспитала короля.